У меня в руках Нави-карта от Тинькофф. Уникальный дизайн, автографы игроков КС-состава и особая кэшбэк-система. Именно с ней вы можете копить и обменивать бонусы на игры, технику и внутриигровые предметы. Создай свою Нави-карту от Тинькофф. Собрались с духом, собрались с мыслями, настроились, ребята. Большие яйца. Большие яйца, как вчера Денчик показал нам пример. Давайте, ребята, сегодня надо... Все, ребята, кто мы? Рожденные побеждать! Поехали. Половина убить! Класс! Жить. Хорош! Ситуация 3 на 3, Ксенон делает еще один фраг и остается Динкс и Джади. Так, а успели вообще отскочить? Да, вроде как успели. Садиться на диффуз. Можно, наверное, вытаскивать дальше. Ну тут, конечно, и Денис, и Ярослав работают прям как часы. Лучшие парни, все, конечно, можно. 3-10, что делать? Five Smokes до конца непонятно. Только вот не дефолтные пистолеты, но ССК отстреливает первого. Постарается забрать второго. Да не то, чтобы прям постарается, а действительно оформит фраг прострелом, выбьет тем самым спайк. Там и третий, по-моему, у нас товарищ выходит, отлетает и он. Туда же минус 4, минус 5 уже суммарные, ну как бы да. Пошел, да. Красавчик. Красавчик. Попал. Блин, закроем сейчас. Я вам говорю. Выход на мид, с одной стороны да, с другой стороны тут два игрока Нави будут вас пикать. Стеночка поднимается, Винтри отлетает также практически все. Минус 3 для Клауда и минус 2 для Джади. Секрей остается вдвоем против двоих же игроков Клауд и ССК на шифте. Секрейч проходит, в случае чего есть флешка, но он все понимает. Так, пропускает ССК. Нет, уже здесь не пропускает и понимает, где, кстати, находится Клауд, потому что прожимается ультимативная способность, но он уже и топает. Кидает молик, можно садиться раздиффузить, либо как-нибудь зафейковать, но с одним справиться уже неплохо. Кирюха! Готовься полезть. Пуль, Миш, пуль, пожалуйста. Помочь ему, Миша. Найс. Найс! Класс! По девятке, скорее всего, по девятке. Я смотрю дефолт. Вышел, да, уже. Я 30 хп, Найс! Понимаю, звук. Пуш план. Найс. Ты не пикай, Живу. Смотрю проход. По девятке, скорее всего. Опорник сайта тут! Хорош! На месте! Красавчик. Живи. Понимаешь, нужно отдавать поставленный спайк, тут ничего ты не сможешь сделать. Тут только если гнев охотника сливать. Там на точке А гнездо гадюки. Слишком много ресурсов Нави сейчас тратит. Слишком много сейчас стоит на кону. И гнев охотника со стороны Секрей сейчас заряжается. В предыдущем раунде не смог его использовать. Спайк устанавливается. И можно дошить. Клауд забирает Синон. Остаются шарики Секрейч. Ой-ой-ой, остается всего лишь один Секрей. И Сова сейчас говорит: ребята, да как? Ну, как бы понимаешь, да? В стиле кого? Из другой киберспортивной дисциплины. Они в сайт зашли, ножи взяли. Го сразу играть на пачку. Давайте сразу. Я ульту, что Вайпер ультанул. Найс. Ультанул Вайпер. Ломаю стенку. Подожди. Найс. Под стенкой. Убил под стенкой. Под стенкой. Зига. В сайте оба.
Сайсер, бэксайд, Ярик. Хорош, Ярик! Авик за плентом. Они плент отпихивают, ребята. Вайпера сейчас тегнул. Жить. Ревью даю. Еще убил! Класс! Бегай, сзади фол! Хорош, парень, красава, Ярик. Красавцы, мужики, лучшие! Наконец-то гулять можно! Завтра уезжаем домой, наконец-то гулять можно. Ну и теперь, после такой яркой победы 3-0, давайте возьмем интервью у парней. Так, ну давайте начнем с того, что просто спрошу вас про ваши ощущения после победы. Кайфовые. Но на самом деле мы очень много сил потратили. Ну, как это было очень изнурительно, потому что у нас был всего один выходной, и мы вот какого 5 числа на буткемп приехали. И то это после проигрыша, такой выходной, когда хочется умереть, реально. Ну, когда проигрываешь 2-0, 2-3, тяжело очень. Давайте вернемся чуть назад. Скажите, что пошло не так в вашей первой игре против Five Smokes? И какой вы урок для себя вынесли, вот, что вторая игра пошла прям, ну, она оказалась довольно Давайте однозначной? Не повезло, не фартануло. Ну, на первой игре, во-первых, перед первой игрой, точнее, у нас заболел Дима. Ну, я не обвиняю, конечно, но... Вот. Потом после этого заболел я, и именно в этот день у меня очень сильно болела голова, и вообще у меня разум был затуманен. Но когда начал пить таблетки, как-то выработал стратегию того, чтобы мне на игры было хорошо, то у нас все обратно восстановилось. Ну и мы были уверены, что в финале мы их выиграем. Это даже было дело не того, что мы не были готовы к ним, а дело того, как-то мы себя ощущали не так. Играли как всегда. Не как обычно. Мало да. общались, там, мало идей было, что-то типа того. Как бы из-за болезней, скорее всего, это все и было. Хорошо, тогда давайте вернемся обратно к финалу и спрошу про карту сплит. ССК, ты взял рейс вместо Клауда. Почему? Рейза на хайпе своровал. Да. Почему принял такое решение? Или командой приняли такое решение? Подготовили пик новый, попробовали меня Рейзе. Я не фанат Рейзы, ну типа... Что-то не играть особо-то не надо уметь, ну, как бы... Просто Артур как дуэлян же, и да. поэтому мне намного проще играть будет на КС, чем ему. То есть зачем ему переучиваться играть на каком-то инициаторе или на саппорте? То есть, ну, мне намного... Или Ярику, или мне намного проще эту роль отыграть. Я всегда умел на Рейзе играть, просто, ну, мне сам герой не нравится, как бы я не получаю такого, как бы, удовольствия сильного, когда играю на ней. Поэтому, ну, сейчас вынужденная мера. Хорошо, Короче, заставили. Хорошо, а после первой игры против Five Smokes вынесли вот что-то такое, что вы поменяли за эти пару дней, какие-то ваши пики или там выбор карт, например, против них? Один поинт, чем мы могли удивить Five Smokes, это нашим сплитом. У нас 3 пика на сплите, все 3 играбельные, но этот был самый новый пик. Возможно, из-за этого мы в атаке отдали им много раундов своих, то есть, ну, было тяжеловато новым пиком играть, потому что первая официалка, мы его еще тренили вообще там дня 4 всего, и ну, было тяжеловато. Вы Вот. вообще... А в дефенсе, у нас вообще, в принципе, дефенс сильный, потому что все хорошо стреляют, сильные, хорошая коммуникация. Вы вообще сейчас тестируете новые роли, скажите, как вам вот каждому типа в новой роли, а тебе, Дина, каково это быть капитаном? Пойдет. Ну, такой-то немного более уставший, чем обычно. Мне так кажется, или так и есть? Выходных давно не было, надо расшириться. Ну, или больше ответственности чуть-чуть на тебе сейчас. Ну да, и больше ответственности, и да просто мы все как-то устали, все выкладывались на максимум, и всем, я уверен, нужно время, так сказать, восстановиться и с новыми силами к делу подходить. Сейчас отдохнем, 8 часов перелета, переезда. Целый день отдыха будет. Сейчас опять фраки. Диман такой, так, пацаны, я 6 забил. Шестые гамби. Ладно, еще насчет сплита. У вас были немного поздние выходы на таймингах на сплите, так ли это? Да. Да, но это опять же из-за того, что новый пик, вот это вот небольшая суматоха, может быть, в середине До конца раунда. еще наигран. Да, у нас вот есть, например, какая карта? Бинт, где мы наиграли очень много с Кайо, примерно поинты те же, что нужно отбивать под ножи, не отбивать, какие-то тайминги, какие-то ножи замудренные, но у нас этого нет, потому что вот мы играли в основном на коммуникации этот пик. А как удалось камбэкнуть с 3-9? Ну, я говорю, у нас Защита очень сильная хорошая защита. сторона, Да, то есть у нас в плане защиты очень сильно. Если мы еще будем
ну, придерживаться геймплана, драться за те точки, которые мы должны, у нас это будет получаться, то у нас вообще не будет проблем. Ну, как это, например, у нас было на льду на сплите. То есть мы с ними дрались и в основном выигрывали файт. Как раз... Немного ты говоришь. Да, Денис, не хочешь что-то сказать? Да что сказать. Улыбайся, это хорошо молчать. Сплит, Улыбаемся и машем. сплит карта дефенса, за дефенс мы хорошо себя чувствуем всегда на всех картах практически. Вот И мы ни секунды не думали, что типа счет 3-9, все, мы там проиграли или еще что-то. Ну, типа, обычная, ну, типа, рабочая ситуация была просто и все. Курс отсчет. Хорошо. Кстати, реально, только сейчас понял. На Xbox вы часто играете все 24 раунда и даже овертаймы. Как думаете, почему? И думаете ли, что карта настолько сбалансирована? Мне кажется, у меня начинается какой-то, ну, казаться, что Icebox это какой-то мираж в CS. Потому что его начали все как будто уметь играть, и все его играют. Очень ну, можете странно. сказать, что это лучшая ваша карта, да? Так же, ну, лучше, ну, не знаю. Я вообще не могу сказать. Одна из, у нас, наверное. в принципе... У нас много лучших В принципе, карт. да, много очень хороших карт. В основном классических каких-то. По типу там бинда, сплита, сента и айсбокса, например. А ты что, Джади, скажешь? Ну, Icebox. Ну, в троечку я бы его куда-нибудь впихнул, знаешь, там, на третье. Не, ну, хорошая карта, просто надо посмотреть, пересмотреть, почему мы так играем, почему мы отдаем такие раунды, почему мы доводим до овертайма в каждую игру. И решить, что не так, и пофиксить. Хорошо, какие выводы сделали после 2 неудачных Heaven карт? Да выводы после этих Хевенов каждый день делаются. Это странная карта. Вот эти 3 планта. Рандомная карта, на самом деле. Да, она просто очень странная. Очень странная. Странная, что имеется в виду странная? Ну, она неудобная. Она... Неудобная, да. Она непривычная, потому что там 3 планта, я думаю. Особенно вот мы играли против Tactical 5, это они играли как микс, было супер непривычно. Типа, ну здесь мы были готовы к этому. Хорошо, успели сделать какие-то вот общие выводы после этой всей квалификации? Что вам нужно улучшать и что менять в пиках и в тоже подготовке карт? Пока нет, мы только после финала вышли. Ну да. Ну, каждый для себя может. Мы такие вопросы решали во время буткемпа, то есть, ну, у нас после первой квалификации были какие-то, может, проблемы, ну, даже, ну, пара маленьких проблем, и мы их сразу решили по ходу турнира. Даже когда мы упали с верхней в лузерку, мы тоже обговорили, собрались, и все, и порешали все проблемы. Хорошо, вопрос ко всем, кроме Ярика. Как думаете, Ярик помог вам улучшить вашу командную игру? Да, конечно. Конечно, несомненно, я бы даже сказал. Спасибо. Хорошо, а теперь твои ощущения вот после прихода в команду? Да, прикольно играть с ребятами, с которыми ты уже знаком и играл когда-то раньше. И в любом случае дружба в киберспорте — это редкое чувство такое. Когда ты можешь играть с друзьями, и реально друзьями, и наслаждаться игрой при этом. Это очень крутые чувства. Вот. Респект. Ставим класс и лайки. И подписываемся на канал обязательно. Так, ладно, что... Вместе 7 карт. Как думаете, на скольких надо уметь играть, чтобы чувствовать себя уверенно? И нужно ли вам больше тренить слабые карты? Я думаю, на всех картах надо уметь играть. Там, Всем да, это надо не уметь все 20, карты не играть. 15. Ну да. Чтобы под каждого соперника была готова своя карта. Ну, одну можно, в принципе, банить, как это делает Гамбит, там, допустим, с Хавейном делали когда-то. Может, они сейчас так не делают. Ну, так можно тоже играть. Можно либо так играть, либо чуть-чуть готовить самую худшую карту и потом на какого-то соперника, который вообще не играет, ну, не банить ее, чтобы было преимущество. Просто еще в Алике такое бывает, у тебя одна карта очень хорошая, ты начинаешь другие тренировать, а эта карта у тебя становится потом плохой. Ну вот с Фракчером у нас такое было, ну, такое случилось. В принципе, перед квалификациями, ну, мы готовили ее, а на самих баллах и близко к ним уже все. В следующем этапе уже будет новая мета, правильно? Ну, походу, да. Неон? Ну, и новый про герой Неон, будет. да, и там Да, же... и карты поменяли. Ну, карты, да. Ну да, есть. В любом случае, Ну, да, будут какие-то изменения. Да. Ну, карты Неон, прикольные, кстати, наверное, вряд ли поменяли. кто-то будет юзать. Вообще с каждым апдейтом мета всегда меняется. Да. Абсолютно с каждым апдейтом. Чуть-чуть, но меняется. Что вам вот каждому нужно для комфортной игры? Для комфортной игры позитивная атмосфера. Да, атмосфера в команде, мне кажется, самое главное. Ну и Время вкусно игры. кушать еще тоже. По игре. Только не в день игры, да, Данчик? Хорошо, как вы реагируете на мелкие поражения в отдельных раундах или картах? Бьем по Стараемся Но мы над этим подбадривать много друг работаем. друга. Над этим мы много работаем и, ну, в принципе, успешно, я думаю. Ну, уже можете сравнить, например, вас в начале, на первой квалификации, и то, как вы вот сейчас играли в На финале? самом деле мы хорошо даже те квалы играли, не было, ну, нету такого, что прям есть какая-то большая проблема. Просто мелкие проблемы, которые решили и все. Хорошо, какие у вас планы дальше?
Готовиться к Емеле. Выйти на лан. Да. Обязательно. Мгм. На наш первый лан всем вместе выйти. И показать там... Ну, у вас сейчас последний результат. начинается буткемп когда? Там подготовка к ЕМЕ? Ну, пока встречи. не Пока знаю. неизвестно, да. Мгм. Пока насчет буткемпа разговоры, ну, пока пытаемся договориться. А игры начинаются В через начале неделю. февраля примерно. Ну да, где-то неделя-полторы. То есть вы приезжаете домой и сразу начинаете готовиться, у вас не будет? Ну да, отдыха? Ну, почти практически, да. да. Пару Прям в дней самолете выходных. Там тренироваться. 2-3 дня, может, выходных. День перелета, да, выходной, может быть 2, и дальше играть. Как планируете отдыхать? Шариком пик. Играть. Я ванную себе наберу, сделаю масочку и буду лежать. А ты, Миш? В кроватку нырну и сериальчики буду смотреть, кайфовать. Ярик, ты будешь просто играть все время? Конечно, что вы еще делать? Постоянно тренироваться. Машина. А Денис, а ты? Каждый день. Ну, Надо я бы тренироваться, бро. Я бы денек отдохнул от компьютера, там, чем заняться веселым. Ну и скажите что-то вашим фанатам, которые болели за вас целых 2 квалификации подряд. Давай, Миша. Выздоравливать. Спасибо большое за поддержку. Там, извиняемся, кого заставили понервничать. Но мы квальнулись, Нас вы заставили молодцы, вы понервничать. молодцы. Живите вечно. Спасибо еще раз.